Привет всем любителям компьютерных железяк! Сегодня будет очередное компьютерное безумие, потому что в моей больной голове возникла такая идея. А что если взять и сделать компу сверхэффективное, сверхбюджетное и сверхбезумное охлаждение? И тут я подумал, на улице зима, холода, почему холодный воздух с улицы не принимает участие в охлаждении ПК? Ну, наверное, потому что стоят окна, и в квартире все-таки как бы тепло. А, конечно, можно было бы это исправить, открыть настежь все окна, и тогда бы комп охлаждался холодным воздухом. Но тогда в квартире будет очень холодно, что не очень хорошо. И как бы сделать так, чтобы холодный воздух с улицы зимой напрямую попадал в ПК? И для этого я накупил вот таких вот воздуховодов диаметром 120 миллиметров, через которые будет прям с форточки проходить холодный воздух напрямую в ПК. Да, я их очень много накупил, у меня их дофигища тут. И, значит, что я сделаю? Протяну воздуховоды напрямую с окна, то есть как бы с форточки, и прямо вот сюда вот в системник. Вот здесь вот проделаю отверстие в этом корпусе для забора холодного воздуха. И здесь вентилятором будет забираться холодный воздух с улицы, а здесь уже в компе будет нагреваться и выходить за пределы этого корпуса. Ну что же, давайте приступлю к этому безумию. Проделаю здесь отверстие, протяну эти воздуховоды. Возможно, еще посередине поставлю в воздуховодах вентиляторы для того, чтобы прокачивали холодный воздух с улицы. И потом это еще все протестирую, насколько удастся охладить. И соберу в этом вот корпусе комп. Ну что же, давайте приступлю. Все, комп собран для этого безумного эксперимента. Корпус вот такой вот замодингованный Aerocool Silent, в котором я еще проделал спереди вот такое вентиляционное отверстие для забора холодного воздуха, потому что у самого корпуса как-то не очень с вентиляционными отверстиями на передней части. Да, конечно, оно может быть здесь у меня отшлифовано очень грубо, все это так себе выглядит, но это никак не повлияет на результаты тестирования. Далее, холодный воздух, попадая, засасывается вот таким 120-миллиметровым вентилятором, который шел в комплекте с корпусом. И дальше воздух холодный выдувается вверх, а вот таким вот вентилем NRMAX на 120 миллиметров. Он дует на видеокарту и далее попадает на уже процессорный кулер. По начинке здесь материнская плата MSI на 760-м чипсете, процессор Phenom второго поколения 965, видеокарточка GTX 470, да, это NVIDIA-ская видеокарта, не обращайте внимания, что здесь написано Radeon, просто этот радиатор Arctic Acelera, он от видеокарты HD 7970 нерабочий, который снят и поставлен на эту видеокарту. 8 гигов оперативы, 2 планки по 4 гига Samsung, блок питания вот такой вот мой фирменный Nitroxenus Extreme и SSD-шник на 240 гигов. Ну что же, давайте сейчас проведу тестирование этого корпуса, просто без всяких там воздуховодов, вот как он собран, и посмотрим на температуры внутри. А потом подключу воздуховод, засосу холодный воздух с улицы и буду охлаждать его холодным воздухом. Только жесть, только хардкор, только на канале Нитроксенуса. И да, кстати, не забудьте поставить лайк, а то я тебя знаю, ты прикольно, хорошо, лайк, а сам лайк не поставишь, поэтому не забудь сейчас поставить лайк. И давайте перейду к тестированию. Как показало тестирование, Phenom второго поколения 965 прогрелся в ОС-тесте до 64 градусов, а видеокарточка в формарке прогрелась до 67 градусов.
Ну что же, давайте сейчас смонтирую вот этот вот воздухопровод, выведу трубу на улицу, поставлю вентилятор, который будет прогонять холодный воздух по этому воздухопроводу в комп. И приступлю к тестированию уже с холодным воздухом. Ну что же, давайте приступлю. Все, воздуховод смонтирован, часть трубы выглядывает на улицу, а так как таковой форточки у меня нету, я приоткрыл окно, высунул туда трубу и все остальные щели заложил подушкой, одеялами, чтобы холодный воздух не попадал в квартиру через окно, а только через вот этот вот воздуховод. А дальше с окна, после того, как забирает холодный воздух с улицы, воздухопровод идет к вентилятору Enermax DF Storm с частотой работы 3500 оборотов в минуту, который, получается, и тянет холодный воздух с улицы. И дальше этот вентилятор, соответственно, дальше дует воздух, вот этот вот алюминиевый воздухопровод, и он приходит вот сюда вот, напрямую к компу, вот в переднюю часть здесь. Ну, конечно, так я закрепил скотчем, но, в общем-то, это держится. И, как вы видели, здесь я просверлил отверстие, и с этого отверстия он попадает внутрь этого корпуса и уже охлаждает комп. Вот такая вот получается схема того, как забирает воздух с улицы и попадает напрямую сюда в комп. Ну что же, давайте сейчас запущу стресс-тесты и посмотрим, насколько температуру удалось снизить. Да, сейчас у меня, конечно, на улице не мороз, а на улице сейчас, если что, температура на улице 0 градусов. Да, термометр, установленный за окном, показывает плюсовую температуру, но потому что он стоит вплотную к стеклу, а стекло все-таки нагревается, имеет плюсовую температуру. Ну, и, в общем-то, на улице, если что, 0 градусов. Ну что же, давайте подведу итог по этому безумному безумию. Процессор Phenom второго поколения 965, охлаждаемый кулером Deepcool GAMX 300, грелся в стоке в этом корпусе до 64 градусов максимум. А вот с подводом вот этого воздухопровода и охлаждением воздуха с улицы охладился до 46 градусов. Это минус 18 градусов, что прям, по-моему, очень так неплохо. А видеокарточка GTX 470, вот эта горячая NVIDIA-вская печка, грелась в этом корпусе до 67 градусов фурмарки, а холодный воздух, протекаемый через воздухопровод, охладил ее пыл до 53 градусов. Это минус 14 градусов, что тоже очень неплохо. Итак, если прикинуть, в принципе, вывести аккуратненько вот такой воздухопровод, подсоединить его к компу, настроить только скорость вращения вентилятора, чтобы сильно не нагонял холодного воздуха, потому что даже при условии, что я заткнул все щели и у меня холодный воздух с улицы поступал только через воздухопровод, я ощутил, что за время тестирования в квартире стало как-то холоднее. И это все хорошо так нагоняло в квартиру холодный
холодный воздух. Но если поставить более низкоскоростной вентилятор, чтобы он меньше нагонял холодного воздуха, то удастся сделать вот такое вот бюджетное охлаждение ПК. Здесь только главное одно, чтобы санитаров стационар не забрали, потому что эта идея безумная, и она не имеет никакого практического применения и никакой практической реализации. Это все полнейшая дичь. Но зато какая хорошая и зато какая дикая, ну согласитесь же, офигенно получилось. Ну что же, не забудьте поставить лайк под этим видео и написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что у меня, знаете, тут есть еще одна такая идея. А нет, я вам ее не скажу, а то точно санитаров в стационар заберут. Ну что же, давайте на этом все. Всем вам спасибо за просмотр и всем пока. А я пока иду дальше какую-нибудь дичь творить.